Привет, друзья! Меня зовут Роман. Это продолжение проекта Мансарда. Весь плейлист целиком можно будет посмотреть по ссылке в описании. Или ткнув на канал, вы попадете в раздел о канале, и там будут плейлисты. И есть этот проект, плейлист Мансарда. Собственно, все наши проекты оформлены в плейлисты. Можете ознакомиться, кто этого не сделал раньше. Так, продолжение. Как бы не хотелось, как бы вот хочется начать работу и идти поступательно, круг за кругом, действие за действием, процесс за процессом. Но, как обычно, реальность немного отличается от желаний. И поэтому как-то точно проходить все поверхности поступательно у нас здесь не получится. За мной находится угол, там была печка, и эта печка будет здесь, ее вернут. И это произойдет буквально на днях. Здесь уже работали штукатуры по стенам, они ушли буквально несколько дней назад, и у меня есть возможность заниматься углом. Сейчас камеру разверну и покажу. Арголитом закрыто основание, вот здесь будет печка. Этот угол надо сделать, прежде чем ее достроят снизу вверх. Поскольку у этой печки есть большая такая внушительная корона. И высота этой короны от потолка будет сантиметров 5. Мало, 5-7 сантиметров. То есть потом туда физически не подлезть будет. Надо сделать, пока не построили печку. А раз я уже здесь, то я постепенно начну работу, собственно, по всем потолкам. Вот такой будет ход действий. Работу конкретно над этим углом я показывать не буду, поскольку буду сильно забегать вперед. Потом когда-нибудь покажу в готовом виде. Мне надо все процессы здесь сделать отдельно на нем и покрасить, чтобы спокойно можно было подвести печку прямо под потолок. Не под карниз, под потолок, под сам потолок, она до самого верха. Придется заниматься этим углом, и постепенно можно идти по комнатам, делать какую-то работу. Здесь будут работать печники. Может, они еще одну комнату займут, но в целях продвижения в целом по квартире, чтобы подогнать под покраску все плоскости, все поверхности, можно будет делать то в одной комнате, то в другой, где-то что-то. Но связности процессов какой-то, ее не будет. Просто сесть, ждать, пока все сделают, не получится. Нас ждут другие люди, нас ждут другие потолки. Сделать быстро, но быстро не за счет какого-либо ухудшения, а просто за счет перестраивания логистики. В одной комнате пошкурил, в другой там где-то погрунтовал, потом здесь уже там пошпаклевал и так далее. Надо выйти в предпокраску по всей квартире, потому что потом опять зайдут маляра по стенам, которые будут заниматься стенами. Они только заштукатурили. Им надо еще пошпаклевать, может быть, там сетку будут наклеивать на стены, может быть, еще что-нибудь, может быть, они даже сначала покрасят, а потом мы будем только красить. В интересах всех участников процесса нам завершить свою работу и не мешаться другим людям здесь. Вот так, как-то я вижу. Изначально, когда начинался этот проект, у нас не было какой-то системы материалов. Но потом, по ходу, эта система материалов появилась. Система, которая основывается на материалах аллигатор. У нас единственный материал не аллигатор, это штукатурка волмослой. Ссылка на видеоролик о системе будет у вас вот здесь. Это я к тому, что изначально у меня не было плана по роликам, по выпуску, по видеоматериалу. А как только появилась у нас система, сразу появилась мысль, а давай-ка я сделаю, чтобы каждый процесс был отдельно. Так удобнее всем, так удобнее вам смотреть, так удобнее смотреть тем, кто потом будет смотреть через плейлисты. Поступательно, шаг за шагом. Каждая операция отдельно. Я думаю, что так будет лучше. Поскольку проектов, где будет реально каша, вот там то, а здесь это, у нас будут такие проекты, где вот не удастся мне поснимать и поступательно каждый процесс показать отдельно. Здесь я вижу это возможным. Так что нумерация дней я буду как-то там сохранять, как-то писать, но это чисто для проформы, просто чтобы знать, сколько это все заняло времени и как-то чтобы это по номерам там выстраивалось. А на самом деле работы, которые мы будем производить, они не будут идти слитно. То есть мы будем в одной комнате делать одно, в другой другое, потом так, этак. Но для вашего удобства сделаем каждый этап отдельно. Вот,
наконец-то пришли, собственно, в тему самого ролика. Ошкуривание. Мы штукатуркой все восполнили, все утраты, и теперь надо излишки, мы же работали правилами, грубая работа, надо теперь излишки подшкурить. Это процесс. Как бы чужими руками это очень легкий и простой процесс. Раз мы идем каждый этап отдельно, значит я вам его покажу. Вот. Так, наждачная бумага. Наждачная бумага Мирка 80. Для этих целей 80 нам вообще нормально. Вот. У меня есть такие брусочки, ну, скажем, не брусочки, провильца, которые мы изготавливали когда-то, да? Вот. Но вот этот товарищ, вот, у меня где-то был короче, он на какой-то другой квартире остался. Этот слишком длинный, и мне будет, наверное, неудобный. Он есть, но он как бы вот здесь он неудобен. Вот такой вот. Я изготовил, просто взял кусок бруска деревянного и сделал такой брусочек, чтобы можно было надевать наждачку и что-то прямое там подшкуривать. Вот. Так, чего? Нарываем бумагу. Да? Да. Казалось бы, такой процесс, но я видел много людей, которые там, ну, как бы, олдовые такие мастера, которые работают много лет, которые берут, просто отрывают вот так кусок, потом складывают вдвое и вот шкурят. Не-не-не, ребята, это так, ну, неудобно это все. Можно делать вот так. Можно делать вот так. Отрывать на себя. Ну, давайте оторвем. Вот. Можно делать вот так просто. Держать в руке. Подкручивать. Побольше. Это для того, чтобы складывать и работать голыми руками. Вот так. То есть это не для брусков. Вот втрое сложил, поменял. Вот где-то так это работает. Так, для бруска. Ну, сразу по его длине сделаем. Так, чуть-чуть короче. Это будет для этого товарища. Сразу можем складывать как-то. Ну, скажем, вот так, наверное. Вот можно плоскости обрабатывать, еще что-то можно обрабатывать вот так вот. Можно вот так сложить, как-то вот так обрабатывать тоже можно. Ну, сейчас поднимемся, поработаем. Так, ну и для того, чтобы где-то там какие-то углубления, какие-то желобки обрабатывать, хорошо использовать вот этот острый край. Вот. Ну, где-то так будет достаточно, наверное, вот так, чтобы не полностью. Угу, все готово. Ну что, начнем. Вот так это сейчас выглядит. Вот так. Ну, начать целесообразно снизу, чтобы не крошить себе на необработанное еще, да? Ну вот, деревянный брусочек возьмем, попробуем. Прекрасно работает. Здесь у нас скругление. Чуть-чуть под углом. Потом можно будет вручную еще. Угу. Уже лучше. Теперь здесь. Цели сейчас сделать идеальные грани у меня нет. Думаю, понятно, по каким причинам, да? Где-то есть недоборы. Надо просто убрать лишнее. Лишнее. А ну-ка. Угу. Так. Дальше. Падуга. Угу. Втрое сложенная бумажка. Вот втрое она вот так не елозит. Если вдвое сложить, она будет вот этими гладкими частями елозить. Втрое идеально. Помним еще скругление. Можно чуть-чуть подработать.
Так, уже лучше, уже лучше. Пойдем на плоскость. Просто убираю лишнее. Волма, штукатурка, волма слой. Она шкурится намного легче, чем ротбанд. Ротбанд шкурится сложнее, тяжело в обработке. Это легко вообще. Ага, увидел старую. Ага, вот пора остановиться. Вот она, старая штукатурка. Так, дошли до желобков. Угу. Я вот сложил, вот на этом провильце я сложил вот так. Не знаю, чтобы можно было еще этой частью работать тоже, в том числе. Ну, давайте попробуем. Угу. Лучше. Угу. Здесь прямой угол, и надо такой же создать здесь. Надо подольше поработать. Угу. О, хорошо. Здесь еще. Вот так. Чуть-чуть шире здесь получилось, но потом шпателем уже можно подровнять до реальной вот этой вот ширины. Так, вот такое место еще одно. Угу. Продолжим здесь. Угу. Тоже хорошо. Я взял еще одно такое провильце вспомогательное, ну, брусочек, провильце, как угодно, для того, чтобы чисто вот работать этой гранью. Вот здесь и стирается, и стерлась, уже не работает. Ну, чуть дальше перекинул, и можешь ими опять работать. Можно еще дальше, потом, не знаю, там, вот так сделать, да? И еще разочек, и еще разочек. И так равномерно будет использоваться сама наждачная бумага. Потому что вот это место, самое рабочее, оно очень быстро приходит в негодность, вот здесь. Ну, при таком пробивании, да? Вот так вот. Угу. Плоскость. Так, деревянный брусочек на плоскость. Есть плоскость, есть плоскость. И теперь вот это вот ребро получается, грань и потолок. Все одновременно тоже бруском, им же. Так, пузо. Чуть-чуть есть изгиб, но это вот здесь, на старом. Тут шпателем, в принципе, подровняется. Так, еще делаем. Ага, подгрыз старую штукатурку, но выровнял. Хорошо. Это потом выровняется шпаклевкой. Все это дело. Вот так получилось. Ага, остался еще валик. Для валика можем сделать специально длинненькую такую. Даже нет, возьму новую. Вот. Маленькую, узенькую. Сделаем узенькую. Вот так. Ага. И теперь ее под радиус. А можно на нем прям уже работать. И загнем еще. Показалась старая. Прекрасно. Мы идем в верном направлении. Вот старая штукатурка. Так, ну еще здесь можно чуть подправить. Ну-ка, как будет видно. Надеюсь, вам видно. Вроде нормально уже. О, скруглил.
Вот есть скругление. Замечательно. Собственно, работа фактически выполнена. На маленьком участке, естественно, что я иду вниз, например, иду одним инструментом, прохожу все. Потом беру следующий инструмент, прохожу все. Потом следующий инструмент и так далее. По всей, как бы, плоскости доступных мне подмостей. То есть по всей максимальной длине. Одним инструментом. Это очень важно. Это экономит массу времени. Скажем, готово, да? А ну потолок еще подшкурить. Вот, обычной бумажкой. Просто вручную так смотришь, чтобы убрать сопли вот эти все, заусенцы. Вот здесь еще можно тоже. И финальный этап обработки – обеспыливание. Убираем пыль, поскольку потом должно быть последующее грунтование. Перед нанесением шпаклевки необходимо по технологии загрунтовать. Вот этот участок готов. Вот так. Вот. Ну а я дальше на этом остановлюсь и дальше пойду, ну, по всей доступной мне плоскости потолка. Вот так. Вот тут много на потолке, надо будет шкурить вручную. Ну, самое сложное вот здесь пробивать вот этот вот желобок. Это самое сложное в этом карнизе. Все остальное довольно просто. Напоминаю, волмаслой шкурится довольно-таки просто. Проще, намного проще, чем ротбанд. Еще насчет плоскостей хотел обратить внимание, что вот здесь было новое пятно. Это новое пятно штукатурки, здесь ее как бы здесь не было ничего, здесь дранка была, да. И здесь можно, в принципе, просто шпателем вот так жестко пройтись. Вот. Этого будет достаточно. Ну, здесь будет шпаклевка, будет выравниваться еще шпаклевка, клеится сетка потом. Но вот такие места, вот конец старой штукатурки. Вот это следы от правила. Вот это грязь получается, грязные вот эти пятна, это от правила. Шпателем, вот просто шпателем не взять это. И я хочу это сошкурить. Мне вот этот слой гипса, гипсовой шпаклевки, штукатурки, мне здесь слой этот не нужен. Вот как-то так получилось. О, идеально его не вышкурить, поскольку я уже начну тогда сдирать саму старую вот эту поверхность. Но сколько-то уже лучше, чем было. Чем вот эти вот такие следы, да, от шпателя. Или от правила, чего там. Вот так. Теперь хорошо. Вот следы, где саморез использован. Там саморез с шайбой. Вот. Вот он голенький теперь. Отлично. Ага. Вот дошел до трещины. Это уже вот штукатурой делали, и, видимо, вот что-то, наверное, отвалился уголок, вот мокрое. Наверное, они тут мне помогли чуть-чуть. Ну да, вот видно, что нету. Ну ладно, это такое. Отвалился, они не смогли там сделать. Но это не критично, а критична трещина. Вот трещина идет, вот она пошла. Надеюсь, вам видно ее. Вот она здесь и вот она здесь. Ошкуривать сейчас нельзя, если я зашкурю, я ничего потом не увижу. Поэтому ножик и расшивать. Надо расшить, поскольку я не знаю, как они подштукатуривали, чем тут они подштукатуривали, грунтовали ли вообще, да. И теперь вот так разошью ее. И уйду чуть ниже. Я не знаю, что они там будут делать, эти ребята, но я спущусь чуть ниже. Вот. Мне пришлось двумя руками поработать. Я уголком вот этого провильца прорезал все, расшил трещину. Вон видно, это не мусор вот здесь, вот. Видите, как бы фокус поставить вот здесь. Это доска. Вот доска, вот доска. То есть по краю торца, вот здесь торец доски расположен. Доска уходит вот так. Понимаете, да? Вот так идет. И по торцу, ну да, пошла трещина. Ну ладно, все мокрое тут. Главное, что я ее увидел, я ее расшил. Потом подсохнет когда-нибудь, можно пропустить этот участок. Это подсохнет, грунт. Ждем положенное время и можно заделать. И вот эта замазочка, она быстро там высохнет, поскольку вокруг все будет сухое и будет все нормально. Вот так. Так что главное не пропускать их и не зашкуривать, потому что потом не найти. Вот.
Сделал и оставил. Ее хорошо видно, всегда можно ее увидеть. Вот так. Так я буду поступать везде. Везде по всей плоскости. Увидел и обработал. Вот так. Ну вот пошкурил я большую часть потолка, но там стало темно уже, что-то туча какая-то, вечер, и вот там туча. И, в общем, я уже ничего не вижу, так, чтобы как надо бы мне видеть. Вот здесь там я дошел до сюда, у меня остался один угол только. Вот. Надо было какой-то дополнительный свет, я что-то не подумал. А у меня все инструменты там разбросаны, то там, то там. Вот. Ну ладно, завтра возьму какую-то переноску там или еще что-нибудь и уже буду продолжать. Ну, в общем, так будет идти работа везде. Вот как выглядит этот угол. Пошкуренный. И для контраста, вот скажем, как выглядит непошкуренные участки. Вот это тут Саша добирала большую часть, да, тут был большой добор. Ну так, чтобы оно как бы понятно, да, вот. Какие тут заусенцы всяко разные там, да. Вот. Как выглядит поверхность. И вот здесь как выглядит теперь. Вот угол. Вот так. Тут надо будет еще что-то подработать шпаклевочкой, но это уже так. Здесь не шкурим. Вот здесь пошкурим. Вот эту часть тоже. Вот так. Ну, так пойдет работа везде. Везде будет вот так, одинаково и рутинно. Да, долго, да, рутинно. Как-то, ну, как бы по-другому никак в нашем случае. Это неизбежно. Этого можно было бы избежать ошкуривания. В смысле, если точечно заделывать точечно каждый скольчик, идти прям миллиметр за миллиметром, но это было бы очень времяемко. Ну, такой процесс неизбежный, да, надо это сделать. Ничего такого. Очень хорошо, что я взял сегодня с собой камеру. Я уже сделал этот ролик. Он уже у меня готов. То есть я его сделал, все, вырезал то, что не нужно, и все скомпоновал. Все, он готовый. Остался только рендер. Мне надо его только отрендерить. То есть я сегодня вечером хотел его рендерить уже. Ну, из маленьких кусочков, да, которые образовываются, когда ты обрезаешь материал, чтобы получился один файл, чтобы залить это на YouTube. Ну, рендер. Или как там объяснять. Не суть. Короче, хорошо, что я взял сегодня с собой камеру. Классно, супер. И прошло уже несколько дней, а снимал этот ролик одним днем. А уже так, я работаю с углом там. Вот. Угол я ем там. А ну-ка я камеру сейчас переверну. Вот, не хотел показывать, а да, так покажу. Чуть-чуть я вот сеточку наклеил, там пошпаклевал, издали покажу, вблизи не буду, он не готовый. Потом покажу. Да. Так вот, я нашел вам кое-что. Пойдем, посмотрим. Сейчас лампочку включу, у меня тут свет не особо. Ну-ка, у меня из света с собой только переноска. Как бы так сделать? Снизу в потолок я направлю. То, что я вам хотел показать. То, что я долго хотел вам показать. Очень надеюсь, что вам видно. Новая трещина. Надеюсь, что вы видите ее. Вот, и она причем длинная, она вот отсюда, вот здесь она где-то идет, наверное, вот в ту сторону. И она проходит здесь, и дальше. Где же она? Вот здесь она. А ну-ка я тень уберу от руки. Вот здесь она проходит. Как бы так сделать? А ну-ка, свет. Так будет видно? Вот так вот, может быть, будет видно. Нет, мигает. Вообще выключил этот свет, может камера сама сориентируется, как ей надо. В общем, вот, новая трещина пошла. Вот она. А да, я вижу даже маленькие это самое экранчики, чтобы ее видеть. Вот она идет, вот тут она особенно видна. Вот она, видите? То есть она пошла через все вообще. Спустимся вниз. Пойдем вниз. Опа! О, тут козлик, вот тут я работаю. Вот. Короче, вот так она пошла. Или как-то так вот. Давно хотел показать, как вот оно происходит, что мы ее заметили бы такую, точно бы заметили. Даже снизу сейчас вижу эту трещину. То есть я реально ее вижу снизу. Мы бы ее заметили, когда мы тогда работали здесь. Но это новая трещина. Почему так произошло? Это загадка. Старый фонд. Тут ощутимая вибрация. Там улица, вы слышите машины? Да? Слышите? Где-то там есть лежачий полицейский, наверное. Посмотрел в окно, да, там есть лежачий полицейский, вам не покажу, ну, потому что не хочу локацию идентифицировать как-то, чтобы она, ну, не надо мне этого. В общем, вот что, там есть лежачий полицейский, он в радиусе, наверное, там 20 метров от парадной.
а мы на 5-м этаже. Тут все трясется. Грузовики, когда проезжают какие-то, тут вообще вот так все прыгает, ходит ходуном. Ходит ходуном. Вот. И что получилось? Мы вот здесь сшили вот эти, как бы, были трещины, там была возможность движения. Мы все это обработали, все крепко прогрунтовали, проработали нашей штукатурочкой, закрепили здесь, закрепили здесь, закрепили здесь. И ей надо было где-то пойти, этой трещине. Ей надо было, потому что вибрационные нагрузки. Может, здесь штукатуры, там, брали там ковшом грубой какой-то штукатурную, там, грубую смесь, ну, не грубую, а плотную. Не жиденькую такую, а плотную, так и шлеп туда, шлеп. Может, из-за этого? Неизвестно никому. Факт остается фактом. Новая трещина. Прекрасно. Замечательно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Вот, расшил эту трещину. Не стал глубоко расшивать, штукатурка там крепкая. Вот, пошла по саморезу, вот саморез. Вот. Там, по-моему, еще один. Но может быть и нет. Но может быть и да. Вообще вот так прошла просто в плоскости. Вот такая вот. А вот здесь нашлась. Я еще видел на кухне, по-моему, где-то. Ну, пристально смотрю и где-то, может, что-то и нахожу. И стараюсь не зашкуривать их, естественно. Надо сначала хорошо прорезать, потом прогрунтуется и потом заделывается. Нормально. Ну, вот такое вот происходит. Да, вот так. Этот ролик вообще к чему? Он такой какой-то не очень-то информативный, да? Есть подписчики, которые писали и спрашивали, у вас давно не было активности, с вами все нормально вообще, там, ну, особенно в это ковидное время. Друзья, спасибо за беспокойство, у нас все нормально. Вот такая вот активность потихоньку начинается здесь, на этом проекте, в этом проекте. Спасибо за беспокойство. Все нормально, все хорошо. Выводы. Какие я могу сделать сразу же, вот, только еще даже комнату не пошкурил, уже выводы сделал. Волмослой мягкая. Очень удобно в ошкуривании. Кто помнит, кто держал в руках, например, Ротбанд финиш, шпаклевку гипсовую, да, кто ею работал, а волмой, например, не работал. Вот мне волмой не приходилось это делать. И вот я сейчас делаю такой вывод. Она хорошо обрабатывается. Она много мягче, чем в обработке. Она много мягче, чем Knauf Rotband штукатурка. И тверже, чем Knauf Rotband финиш шпаклевка. Немного тверже, но обрабатывается хорошо. Мелкое зерно у нее и так хорошенько, нормально. Каких-то супер усилий не надо. Что можно, какой вывод можно сделать из этого вывода? Что если придется когда-то как-то работать, например, ну вот будет такое пожелание, я хочу, чтобы вы работали технологией Knauf, да, например, либо вы хотите поработать по технологии Knauf. В принципе, можно заменить Knauf штукатурку Rotband, заменить на волмослой, будет проще обрабатывать. Ну, опять же, если предполагается такое массивное, тотальное ошкуривание, работа вот где-то там на карнизах, удобнее в работе, удобнее. Кстати, про технологии Knauf, про технологов Knauf, я вам в описании оставлю ссылку на систему работы, как бы, смесями Knauf, как я ее записал вот со слов, собственно, технолога по северо-западному отделению компании Knauf. Там есть что почитать, в принципе. Это есть на сайте у них, но как бы у меня там это коротко записано. Ну, кому-то, может быть, будет это интересно. Какие еще можно выводы сделать? Ну, не знаю, да, можно, в принципе, где-то заменить и вместо Rotband ее использовать. Вот эту волмослой. Хорошо ошкуривается, все нормально, мягко идет, пока доволен результатом, доволен работой, как это все происходит. Фух, вот так. Ладно, если кому-то это было интересно, полезно, лайк, кому не интересно, не полезно, дизлайк обязательно. И напишите в комментариях, что вы об этом думаете. И еще раз, друзья, кто проявлял беспокойство, спасибо за беспокойство, с нами все хорошо в данный момент. Надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Всего доброго, до свидания, пока-пока.